Друзья, доброго времени суток. Рад вас приветствовать у нас на пасеке. Приношу свои глубочайшие извинения за то, что мы редко выходим на связь. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, YouTube это не основной источник наших доходов. Была работа, нужно было работать. Ну, плюс еще не было погоды. У нас одни сплошные дожди. Вот вчера добирались прям с большими трудностями. Ну, приехали бы гораздо раньше, но ребята ехали на рыбалку, хотя какая рыбалка по такой воде. Ну, просто хотели, видать, развеяться. Ну и много времени провели в дороге, там где-то помогали им, таскали, дергали, там какие-то фрагменты вот выложу. Как им хочется на рыбалку попасть, а? Самое главное, что рыбалки нету. Рыбалки нету, да? Вода в берегах, но им хочется туда попасть. Надо нам как-то попробовать его объехать, наверное, чтобы а иначе мы тут долго будем. Блин, меня еще скидывает на его колею и все. Ну, много снимать не стал, потому как это все одно и то же. Застревают, дергаешь и так далее. Это палка-глушилка, чтобы собаки дали как-то записать небольшой фрагмент. По дороге мы заехали, проезжали наше поле, которое мы посадили вот в этом году, вспахали овсяное. Ну, зверь уже начинает интересоваться, подходить. Но хотелось бы сказать, вот сейчас тоже покажу. Ну, смотри, тут что-то валялось как будто, да? Поле наше овсяное. Тут где-то мы еще садили эту свеклу кормовую. Вот, все. Или что? Или да, или нет. Как будто ее кто-то порыл, да? Видно, что там следы какие-то. А все ископано, ну. Все, нету. А, ну вон кабан, все. Все. Свеклы нет. Не дали они, короче, ей зайти. Жалко, конечно. Ну, блин. Им же не объяснишь, что нужно это дать взойти. Смотри, все перерыто. Это вот ливень шел и прибило немного, а так видно, что все перерыто. Ты посмотри, как они нашли, да, ее быстро, а? Охренеть. Картошку копают так же. Вот как им объяснить, что вы подождите, она больше будет, сочнее, да, вкуснее. Ну, вот так вот. Да, со свеклой у нас не заладилось, как вы видите. Не дали они взойти. Съели на корню. Ну и тут вот, судя по следам, зверь тоже часто посещает. Еще вроде и есть тут нечего, а овес-то еще не взошел. Ходят, но проверяют. Это вот это поле первый год у нас засажено. Да, это первый год. Ну, то поле посмотрим, еще второе заедем. Если речку сможем переехать на переломки. Ну а так видно, все, трава вон примята, вон тропы. Да, со свеклой не залазь. Скорее всего, на том поле тоже сожрали, я там тоже садил. Этот раз компанию составил мне дядя Вова. Ну, один из самых серьезных охотников, можно сказать, легендарных у нас в округе. Вот. Основная цель поездки – это закрыть лицензию на понтача. Как получится, не знаю, будем пытаться. В общем, загадывать не будем. Ну и здесь какие-то там бытовые работы, наверное, произведем. Такие, ну, несложные, так как очень душно, жарко, и как-то вкладываться физически, ну, тяжело работать в такую погоду. Жара, духота. Ну, из-за того, что много дождей было, почва пропиталась влагой, поэтому тяжеловато сейчас находиться на открытом воздухе.
Хочется постоянно куда-то окунуться, окунуться, собственно, и некуда. Есть только река, ну, ключ там. Но можно воспользоваться летним душем, что мы, собственно, и делаем. Так, ну и давайте небольшую экскурсию по пасеке проведу. Все мокро, опять же, ночью был ливень, который был не запланирован по прогнозу погоды. Ливня не должно было быть. В течение недели не должно быть ливня, должна быть хорошая погода. Но проснулся я от очень сильного грохота, крыша железная на избе, и проснулся от этого шума, что идет ливень. В общем, вот, смотрим. Это у нас уже таежные кролики, которые родились здесь. Вот они уже такие большие у нас, им чуть больше месяца. Ну, а здесь крольчиха и кроль, как правильно-то сказать, не знаю. Самочка, самец. Вот это их потомство. Была еще одна крольчиха. Она у нас, к сожалению, погибла. Я не буду этого скрывать. Оторвалась у нас собачка одна с цепи. Вот эти, которые вольные, не трогают. Одна собачка с цепи оторвалась. Волкосоп. Ну и она проникла. В общем, она проломила вот эту решетку. Вдавила ее туда. Не снизу, там, как нам советовали, прогрызут. А вот у нее хватило сил вот продавить вот стальную решетку и добраться до крольчихи. К сожалению, она у нас погибла. Вот, не доглядели, так сказать. Ну, что есть, то есть. Вот у нас щенки тут, волкособы тоже. Не буду, сейчас будут лаять. Так, значит, что у нас по курятнику? Когда я уезжал, куры неплохо неслись. Ну, уже было 4 яйца, на следующий день отъезда было 5 яиц. Ну и случилось, в общем, непредвиденное. Мужики, тут, когда мы были в прошлый раз, кто-то посоветовал, что можно дать и собачью кашу, ничего страшного. Ну, кто-то добавил в рацион собачью кашу, произошла смена корма, и они резко сократили яйценоскость. Прям довольно заметно. Было вообще одно, не было яиц там. Вот. В общем, сейчас нам нужно это все наверстывать. Привез там много всяких витамин, антистресс, там еще что-то. И в телеграм-канале мне там посоветовали какой-то корм добавить в рацион. В общем, будем пробовать экспериментировать. В который раз уже прихожу к такому мнению. Уверен в том, что на все средства, которые мы сюда тратим, на этих кур, там, да, витамины, корма, гораздо проще было просто покупать и привозить яйца. Но нам хочется, чтобы какая-то живность была, чтобы глаз радовало, чтобы вот петушок там будил нас своим пением утренним и вечерним. Он может каждый день орать в совершенно разное время, там не зависит это вообще никак. И что он, собственно, и продемонстрировал. Он, кстати, мне кажется, что-то понимает, потому что как за него речь заводишь. Чего ты, мой? Чего? Не жрешь ничего? А, еще нам иногда пишут, что собаки худые. Это лето, это жара, и собаки очень-очень плохо сейчас питаются вот в такую погоду. Это нормально. Так, по поводу трактора. Привез краску, будем красить. Приведем более в его в такой презентабельный вид, скажем так. Да, Амурчик? По приезду вчера сколько сил оставалось после этой поездки. Да вот такие вот сделали. Опять забыл, как они называются. Горшки. Кашпо. Что это, я не знаю. В общем, ни горшков готовых, ничего не было. Вот обрезали канистры. Там были пробитые канистры.
Одна там медведем была грызаная, нашли. Вот. Ну и на термоклей тут ничего сложного. Сделали вот такого вида и посадили цветы. Ну, пойдет. А так ни на что сил не оставалось вчера нам. Дорога забрала много сил. Дядя Вова пошел знакомиться с собачками, а они очень ревностно относятся, когда одну собаку гладишь, а к другой не подходишь. Все хотят, чтобы уделили внимание. Хотелось еще пару слов сказать о Толе, который у нас в прошлый раз выехал. Он поработал несколько дней со мной вместе. Ну, там, неважно, в общем, зарабатывал где-то 3000 в день примерно. Ну, плюс-минус. Если полный рабочий день, то 3. Вот. После этого, после первых 2 зарплат, он не смог справиться как бы с соблазном выпить. Ну и запил. В общем, я его больше не тревожил. Ну, не хочет, не хочет. Такую работу тяжело найти, тем более у нас. Он документы потерял, ничего нет. В общем, ну не суть. Где-то через месяц я его встретил. Ну как, я остановился, и он идет. Ну, вид у него, конечно, был довольно печальный. Он сильно исхудал, но он месяц вот этот пропил. Попросил меня его забрать обратно. Говорит, помираю. Ну, поехали что-нибудь будем строить, делать. Не надо выгонять это с организма в очередной раз. Я говорю, я тебя в таком виде не повезу. Вот если там продержишься неделю, через неделю поеду, дожди прекратятся. Но его хватило буквально на 4-3 дня. Я его позвал опять на работу. Там было кому работать. Но я как бы понимаю, что ему нужно там с собой что-то приобрести, там мыльно-рыльное. Причем он когда выехал, мы полный комплект, там и белье, и одежду я ему приобрел все. Ну, просто так, не то, что он там заработал, не заработал, просто так. Ну и в очередной раз он вышел на работу, получил эти 3000 рублей. Я говорю, иди завтра купи там что-нибудь, трусы, носки там опять, что у тебя пришло в негодность в течение этого месяца. Ну и он еще пару дней подержался, и все, я заехал, а он никакой. Говорит, закинь меня вот прям так, как я есть в кузов, и все. Я говорю, ну как я тебя так закину? Да вот так, как просто доску какую-нибудь везешь, вот так и закинь. Ну, он весит, мне кажется, даже меньше доски, которую я могу в теории сюда повезти. Я говорю, да нет, Толян, давай, наверное, все, мы на этом попрощаемся. Ну и, в общем, не стала его забирать. Может быть, кто-то из вас скажет, что не надо. Ну, брать на себя такую ответственность, в таком виде вести человека. Причем он мне до этого говорил, что я вот выпиваю алкоголь, и у меня он с пеной с какой-то обратно вылезает. Но тут он неделю где-то продержался, чуть меньше. Видать, алкоголь опять организм начал усваивать. И вот он на бражечку. Вот они бражку поставили. В общем, все. Тему эту закрываем. Красота! Вроде и тайга, и вроде какие-то удобства есть. Все хорошо. Не надо там на руках шмурыгать это все белишко. Так, значит, сегодня у нас на Солонец дядя Вова пойдет. Хотели сесть вдвоем, а у нас река сильно разлилась. Перебраться туда. Ну, можно костюм одеть этот, который забродный. Решили на один сегодня посмотреть, сходить. А завтра водичка упадет, и можно будет перебраться. Еще у нас цель поездки небольшая.
Это вот поставить вот такую навеску. Вроде навеска называется, на трактор, на Т-16 наш. Приобрел в Облучье. Говорит, что не можете сами сделать. Ну, нету Ваньки, я сам не могу сделать. Варить я не умею, к сожалению. Хоть и были все у меня возможности научиться, но почему-то я их проигнорировал. Значит, сейчас покажу, что у нас на тракторе, куда ставить. У нас вот эти отверстия под установку. Там сорваны болты, нужно будет их высверлить. Сейчас покажу. Потому как иногда можно привести, допустим, длинное, зацепить бревно, а у нас не за что зацепить его тракторочком. Так, вот сюда вот она устанавливается. Вот в эти отверстия. Вот этот выкручиваем, это болт. А тут где-то вроде шпильки. А здесь вот они все сорваны. Две шпильки. Вот их нужно будет высверлить. Как-нибудь. Че, идем? Ну давай, я сейчас впереди пойду. Что позаросло. Раньше-то дорога тут была. Ну. Ага, с рогами, не? А сам? На солонце козел был. Коза. Козел вот здесь был, пока никого не снял. Что-то вроде козьи следы. Сегодня никого не было, может прийти, если дождя не будет. Тут где-то веревка, а вот она. Ну, гнилая веревка. Что ты залезешь, я подвяжу. Да, сам привык.
Потом Солонец был. Ну там он, короче, отсюда где-то метров 400 там вершу, там вверху был Солонец поначалу дедовский, там уже потом вниз его перетащили. Вот так вот нельзя бросать. Вот если оставляешь, надо, чтобы видишь, пробка закручена, она щелкает. Понял? Когда бутылки оставляешь, чтобы вот этот приоткрученный был, тогда он не будет щелкать. Понял? Сегодня весь день настраивал интернет. Думал, это займет где-то полчаса от силы. Нет, заняло весь день. Пришлось отрезать излишки кабеля, опрессовывать заново. И это все такой длительный процесс. Нужно было постоянно включать, подсоединять этот кабель, проверять уровень сигнала. И так много-много, десятки раз. Вот ближе к вечеру удалось настроить. Интересуется у нас иногда, что за спутниковый интернет. Называется Сенсат. Кому нужно, можете посмотреть, загуглить. В принципе, неплохой интернет, хорошая связь. Если все по инструкции делать, хорошо подключить, подсоединить, настроить, закрепить антенну, то примерно как 4G будет уровень сигнала. Вот. В любом случае, если что-то не получается, можете обратиться в службу поддержки, и там вам помогут. Так, у нас вечернее кормление. Еще хотел поделиться радостной новостью одной. У нас в этом году, скорее всего, будет неплохой урожай липы. Будет очень хороший основной взяток. Липы много. Вот в бинокль смотришь, вот она липа. Вот она. Одна из сотен тысяч деревьев, которые у нас произрастают здесь в окрестности. Вот. И в общем, судя по вот этим завязям в бинокль, когда разглядываешь, что, очень много. Это зависть или как она? Вот эти бутончики. Вот она скоро взорвется. Скоро она начнет нектар, в общем, выпускать. Так что ждем со дня на день. А так, пока пчелки трудятся, прям хороший лед несут и выпаривают. Женя едет, отвез дядю Вову. Мне же дядя Вова сказал вчера, меня дядя Вова не называй Василич. Василич отвез, в общем. Так, Паха меня тут позвал показать кормление. Вот они. Вот они. Да вас-то там не Гоша, черно-белый или как тебе? Гоша ты его назвал? Да я не знаю, по-разному. Не факт, что это вообще он. Да он больше их вот. Они, Не знаю. Пусть будет пока Гоша, ладно. Что-то там у них уже травы, что аж гора прям. Так они то... Каким-то образом она получается сюда все. Че там Гоша? Он сразу грызет Гоша. Точно Гоша?
Трегал. Вообще. Он в карты, видать, проиграл. Покер играл. Почему? Ну, ухо, видишь, одно. А, Они вон, оба, видать, сидят. ну и все, получается, управились. Так. Око, ты мне дала яйцо. Так, решили один раз утром их кормить, а Паха до этого по 2 раза их кормил, утром, вечером. Нам посоветовали, что с утра лучше кормить. Вон, Коко. Дали нам яйцо. Одно, да? Пока одно. И сегодня он. Да, тут еще посмотреть. А тут бывает такое. Вон, ну, клевали, видать. Это вот это вот. Вот одно еще. А, ну вот. Что-то плохой результат, надо, короче, им витамин всяких давать. А это что вот это ты насыпал? Ну это вот что, там вчера? Ну вот, ты привез. Так это, наверное, много. Ты читал инструкцию? Да, да. И вот, она говорит, там написано, сколько надо, она сама съест. А, да? Да. Ну ладно. Это антистресс или что, или другое? Паша, ты что? А ты говоришь, яйца у нас хрупкие. Да это нет. Ты сейчас, получается, отмахивался яйцом от комара или что? Нет. О, вот так, сейчас вот раз. Так, а где эта роза, которую мы садили? О, шершень атакует. Вроде прижилась. Накрывать только ее надо. А, вон еще одна. И больше ничего не прижилось. Первый прием пи. Мы первый раз сегодня едим. Сколько время? 8:30. Самое время. Сало. Макс, еще твое осталось. Вкусное. Вот еще кусочек у нас такой есть. Очень выручает. Шпинат с грядки. Ну а все остальное привезенное. Чайничек, ну. Чаевничать будем. Заработал, Да. заработал. Заварочка-то есть? Как-то ты, Коль, наливаешь в воздухе. Ну хватит, хватит уже, что с горкой там у нас сейчас. Или ты без очков не видишь? Да, вижу. В общем, приятного нам и всем вам, кто будет сейчас есть, аппетита. И сериал вот какой-то включили. Добрый день, друзья. У нас невыносимая жара. Прям 34. И к этой жаре еще прибавляется сильнейшая влажность. Просто как будто в бане ходишь кто-то. Так, я тут начал пытаться высверливать болты крепежные для навески, которая срезана. Так себе пока получается. Вот только засверлился еще вот этот болт. Надо будет потом греть и как-то выкручивать пытаться. Взял эти палочки вот такие. Сейчас зажгу их, чтобы хоть как-то пауты сожрали. Вот туда залезаешь, начинаешь высверливать, и все, и они начинают спину кусать.
Что, друзья, навеска на месте. Помучился я, конечно, тут с этой навеской. Тут все поведено. Все не подходило, эти гайки пришлось и домкратить, и раздвигать. А больше всего это вот гнус этот сожрал вообще. Обголодал меня тут всего. Ну, главное, будем бревнышки таскать иной раз. Духотище, конечно. Все, сейчас можно бревнышко, хоп, зацепил. Он за серьгу за эту. И все, и поволок. Все, убираемся. Так, Жека сейчас Васильича повезет на Солонец. Я не помню, говорил вчера, нет. Зюбряк молодой, он думал, маточка. Молодой зюбряк, телок, подходил, потом следы посмотрел. Он видео снял, я ему тепляк давал первый раз в жизни. Говорит, хорошая штука, гляделка. Так, я мыться, я уже завтра пойду. Все. Бензин закончился. Добрый день, друзья. Наши таежные будни. В тайге, как говорится, опасность вас ждет на каждом шагу. Начал он надевать эти вейдерсы на рыбалку. Думаю, что такое мягкое в штанине? Это, думал, может, носок оставил или тряпка. Осы, короче, вон. Гнездо. Свили. Вон, расплод, все. Как они меня нажалили сейчас. Ужас, блин. Горит нога сейчас. Хорошо, что нога там внизу были. Они где-то повыше. Ладно, я на рыбалку. На рыбалку пошел. Мужики месяц не рыбачили. Вода то поднимется, то упадет. Но до конца не успевала упасть. Сразу дожди. Ну, уже на пасеке не могу сидеть. Надо куда-то прогуляться. Василич уже 2 раза на Солонец ходил. Сегодня вообще, говорит, никто не пришел. Вчера хоть какая-то активность. Не, наверное, рано я приперся. Ну, не наверное, а точно. Вон, смотрите, что творится. Воды много, мутная. Ну, чуть-чуть попробую порыбачить где-то на плесах. Да домой пойду. Друзья, смотрите, какая река у нас, а. Прям как настоящая горная. Это причем 2 дня вода уже падала. Ужас воды сколько. Я вот метров 400, наверное, прошел, места 3 нашел порыбачить где. Итак, подведение итогов, друзья, рыбалки. Ну, воды многовато, конечно. Но радует то, что рыба клюет. Несмотря ни на что. Скорее всего, по большой воде за этот месяц рыбы зашло достаточно в нашу реку небольшую. Поэтому она, где есть небольшое течение, такой затишок, она активно клюет. Поэтому, когда водичка упадет, я думаю, рыба у нас будет в избытке. Будет хватать и нам, и курям. Кстати, кролики едят рыбу, нет? Я не знаю. Так, давайте покажу небольшой улов. К сожалению, таких мест с небольшим течением довольно мало. Ну вот здесь вот. Я шел вот до этого плеса, но все равно тут течение довольно быстрое.
Еще и основной целью была не только рыбалка, а посмотреть возможность переезда вот по вот, ну вот здесь мы переезжаем, вот наш переезд. Воды многовато, но думаю, переломка не поплывет. Если даже она немного здесь поплывет, там вот коса, то думаю, выберусь на берег. Так, рыбы я поймал вот столько. Ну, не густо. Но когда вот, допустим, невысокая вода и резко начинают идти дожди 3-4 дня, уровень воды резко поднимается, и рыба вообще не ловится. Вообще после этого она долго сытая и кормиться совершенно не хочет. Ну а сейчас другая ситуация. Клевала и крупная рыба, но, к сожалению, она сразу уходит в струю, и достать ее довольно проблематично. Так, ну все. Пойду на пасеку. Сейчас нужно посмотреть еще один переезд. Не 2 раза реку переезжать. Тот более такой стремительный и глубокий. Может быть, придется на Солонец идти в Забродниках. Ну, или в Болотниках, скорее всего. Переодеваться, потом идти в кроссовках или в берцах. Бабка! Бабка у нас попала в неравный бой с барсуком в очередной раз. Возраст берет свое. Победителем с этой схватки вышел барсук. У меня не было. Женя говорит, на рыбалке это случилось. Он пошел посмотреть, рыбка как ловится. И они где-то там сцепились. Говорит, выдра. Я говорю, какая же выдра? Морду так может. Ну или барсук. Не знаю, как он так определил, что выдра. Рано видно, что барсукова. Я приехал, у нее вся голова опухшая, гноилась. Снизу губа вырвана. Вон она висит там у нее. Бабулька, Пальма, иди покажись, какая ты красивая. Иди. Иди, я тебе покажу. Вот она. Вон, видите? Фигня висит у нее. Не буду трогать, она у нее наболела. Зашить уже сейчас не представляется возможно. Там корочка такая. Ну и гноится. Да и в принципе я не знаю, как на этом части тела, на челюсти. Нужно специалиста по челюстно-лицевой хирургии. А у нас таких нет. В отсутствие кабана я вообще уже разучился шить собак, к счастью. Ого! Вон сколько дров тут у нас завалилось. А, не. Это не дрова. Это прелая береза. Ну, для кого-то может быть и дрова, но для дров не годится это дерево уже. Где-то еще Златка и 2 щеночка. Но те, скорее всего, уже на пасеке. Что-то бегали, визжали. И, скорее всего, они стартанули поближе к пищеблоку. Чем это рыбалка? Так, комары, пауты, конечно, назойливые в это время года. Взял вот брызгалку такую. Довольно так серьезно помогает. Эфирное масло. Цитронелла, эвкалипт, гвоздика. Ну там несколько наименований. На Озоне выписал. Ссылки никакие не буду оставлять. Так как это будет расцениваться как реклама, скорее всего. Можно найти самим. Вбивал в поисковике средства от комаров. И колесиком мышки крутил и искал. Марли, к сожалению, не было. Вот фигня такая была. Эти полотенца эти. Вот ее пропитал. Вроде шею не накусали. Так. Часа где-то 1,5 на речке был.
Сейчас нужно пристрелять, наверное, коллиматор. Тепляк раз в год это делаю. Потом убираю. Так как стрелять нужно наверняка, только понтача, нужно эту процедуру сделать, так как, ну, вроде со светительными приборами нельзя же охотиться. Ну, не будем голову беременеть. Раньше-то все на солонцах сидели с подствольниками, с фонарями, там кто с шахтерками, кто что только на что не был гораст. И маленькие аккумуляторы ставили. Кнопка была такая на ядовину, щелк, светится. Кто что не придумывал. Раньше же и люди выкручивались, когда не было фотоловушек. Ну, многие это знают, вот кто на солонцах сидит, а есть же кто нас смотрит, кто начинающий охотник или кто вообще не в курсе, даже если не начинающий. Раньше брали часы такие, ну, механические, ну, электрические, со стрелочками. И вот батарейный отсек, крышечку снимали, а за батарейки, где батарейки устанавливаются, туда веревочку. И вокруг ядовины веревочку эту обматывали. То есть зверь, когда подходит, задевает эту веревку, батарейки с часов с этих вываливаются. И охотник приблизительно, ну, в теории знал, в какое время приходит зверь, чтобы к нему быть готовым. Ну, примерно. Там оставалось только догадаться, утро это или вечера, показывает стрелки. Ну, если, допустим, в 11 показывают стрелки, то с вероятностью 99,9 это 11 вечера. Но это совсем не значит, что зверь будет именно вот в это время, нужно его ждать. Все, в 11, значит, надо приготовиться. Нет, это не так. Зверь может подходить и 2 часа. 1,5-2 часа, особенно если понтач. Они очень осторожные. И будут они подходить часа 2, наверное. Не, может и сразу выйти. Ну, а бывает, шаг сделает, хрустанет, стоит, слушает, ушами крутит, вот так. В общем, к 11 вечера должен быть готов охотник. Ну, это такая себе охота. Ну, должен переехать, скорее всего. Воды многовато. Могу и не переехать. Раз уж уже эту тему затронул по поводу солонцов, каких-то способов интересных. Есть не только такие способы, но и варварские, как я их считаю. На солонцах бывает ставят так называемые башмаки. Ну, многие из вас, опять же, это знают, а многие даже не догадываются, на что человек способен. Ставят башмак, отрезанная труба, допустим, ну, сантиметров 10 в длину. Ну, а диаметр, чтобы, ну, 20-ка, допустим. Это сейчас звучит как будто план действий, как его сделать. Ну, в общем, делают трубу такую, отрезают кусок, вваривают туда штыри, арматуру или что под углом. То, что вваривают, гвозди вваривают. Они так ее готовят, что копыта туда проходит, в эту трубу. Ну, она так и называется, башмак. Вот копыта пролезла, а штыри под углом. И копыта уже вынуть зверь не может. Потому что вот эта арматура заточенная, она впивается в основание ноги, копыта там, вот. А труба сама на тросу привязана к дереву какому-то.
Все, и зверь попался, мучается, ждет, пока вот этот нехороший человек придет и стрельнет. Так и на медведя. Ну, на медведя там используют петли, а на копытных вот башмаки. Ну, в основном лось попадается вот в эту тему. У них ну, копыта значительно больше, чем голень, допустим. Ну, остальная часть ноги. И он туда бам, и все, и обратно уже достать не может. Конечно, это варварский метод. Попасться может и маточка, и телок. То есть ты уже не подойдешь там, да? Ой, извини, сейчас я тебя выпущу. Так не получится. Стреляют. А бывает, знаете, бросят вообще несколько там, ну, дней, там, 10 не посещает там по различным причинам. Ну, в основном такие люди запойные. Начнутся у них какие-то праздники, куражи, приходят, а там уже это хорошо медведь сожрал, уволок там частично. А бывает вообще раздутая туша, куча ворон и разной другой живности. Вот на вот эти вещи человек не способен. Мне как-то недавно скидывали там более усовершенствованное видео. Ну, видео скидывали, типа делают там как-то на пружине. Зверь наступает, пружина срабатывает, петля затягивается. Это из той же серии. Так что, если видите такие приспособы где-то, выкидывайте их нафиг. Даже если это не ваш солонец. Я понимаю, сейчас ну, кто этим занимается, там начнет: ты что, офигел там? Не ты это делал. Но это не охота. На солонце в принципе не сложно зверя добыть. Ну а такими методами. Ты сидишь там дома, комаров никого не кормишь, не лазишь. Пришел, проверил, застрелил. Протухшее мясо там, допустим, унес собакам в лучшем случае. Так, ну вот, с песнями и с плясками добрались мы до пасеки. Сейчас посмотрим, что тут у нас происходит. Че вы свалили от меня? Ну, бегали по речке, добегали, че убежали? Зато вот сейчас на цепи хорошо, да? Ну и сидите. Бойчик мой. Мальчик мой красивый. Че, у тебя водичка есть? Есть. Амурчик.